Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Всем, кто смотрит это видео первый раз или уже не первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. По традиции пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. В наших видео есть много полезной и интересной информации. Тема сегодняшнего видео – как вы справляетесь с изменением планов. И, как всегда, мы эту тему рассматриваем сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. Планы в нашей жизни играют очень огромную роль. Те, кто умеет хорошо пользоваться планами, они умеют хорошо делегировать часть работы, которую они могут делать не самостоятельно. Плюсы делегирования заключаются в том, что вы можете своим подрядчикам, своим друзьям, знакомым, единомышленникам четко сказать, когда вы хотите, чтобы это было сделано, к какому-то сроку, или что из сделанного будет вам полезно в такой-то период времени. Друзья, знакомые, единомышленники, они с удовольствием будут помогать вам в выполнении планов, потому что все, что им нравится в ваших планах, это то, что оно соответствует их жизненным ценностям. Поэтому давайте мы рассмотрим, что делать, когда у вас изменяются планы. Если мы еще раз вернемся к теории колеса жизненного баланса Long Swim, то планы в колесе жизненного баланса Long Swim – это то, что вы ставите наперед. В ноябре этого года вы будете ставить планы на следующий год. Если вы находитесь в состоянии 8-10, вы можете смело себя не ограничивать в своих амбициях. Вы можете ставить достаточно амбициозные цели, большое количество целей, потому что вы с ними справляетесь, и исходя из того, что люди в состоянии 8-10, они большинство задач стараются делегировать, либо вокруг задачи, идеи объединяют достаточное количество единомышленников, и такие современные понятия, как краундфандинг или сбор средств на реализацию проекта у людей в состоянии 8-10, они происходят очень великолепно. Если вы находитесь в состоянии 0,4, то есть вы находитесь в очень низком энергетическом состоянии, вы пережили какую-то жизненную драму, у вас в жизни какой-то определенный кризис, да, это бывает, но еще раз напомню, что все это временно. Ставьте 1-2 цели на отчетный период, то есть 1-2 цели на квартал, это является минимальным. У нас имеется 8 сфер, и в каждой из сфер 1-2 грандиозные задачи на квартал, это вполне нормально для состояния 0,4. Если вы находитесь в состоянии 4-8, стабильном состоянии, пожалуйста, ставьте цели, и исходя из того, что некоторые цели из этого года переходят на следующий год, то есть мы делаем 1, 2, 3 попытку для того, чтобы наша цель свершилась. Если вы хотите какую-то новую цель в следующем году, пожалуйста, ставьте эту цель, прилагайте усилия для того, чтобы разобраться, чего не хватает для достижения этой цели, и не забывайте привлекать единомышленников. И вот мы цели поставили, и через 2-3 месяца реализации этих целей, через 2-3 месяца упорной работы, вы начинаете замечать, что у вас изменяются планы. С чем это может быть связано? Первая, самая распространенная причина – у вас изменились приоритеты. Вторая причина – вы понимаете, что ресурсов для достижения цели вам не хватает, вам нужно или сфокусироваться на одной цели, либо просто передвинуть сроки ее реализации. Давайте теперь о 2 этих причинах поговорим поподробнее и начнем с понятия приоритеты. Приоритеты в вашей жизни, они определяются по сферам. В различный период жизни вы разным сферам своей жизни можете уделять достаточно продолжительное время. Допустим, если вы хотите построить отношения, то есть вы находитесь в статусе конфетно-букетный период знакомства, когда вы хотите себя показать с лучшей стороны, поэтому вы очень осторожно ставите совместные планы, и исходя из этих совместных планов, ваша задача показать себя с самой лучшей стороны, так сказать, блеснуть красноречием, блеснуть всеми лучшими чертами своего характера, и вы знаете, что после этого начинается как бы рутина совместной жизни, и в этой рутине совместной жизни очень много планов находится в состоянии, ну не в состоянии, а, скажем так, относятся к сфере рутина. Я еще раз вернусь к теории. У нас все планы можно разделить на 3 группы. Долгосрочные планы, срок реализации которых более год-два. Краткосрочные планы – это от 3 до 6 месяцев, ну, может быть, даже чуть-чуть больше. И рутина
то, чем вы занимаетесь каждый день. И вот задача в каждой сфере рутинные дела сводить к минимуму, чтобы они не занимали 50% вашего времени, которое вы выделили на это. И с этим вот как раз и связано изменение планов. Что значит изменение планов в приоритете? Вы понимаете, что самая главная сфера, которая нуждается в вашем внимании, это сфера яркой жизни. Через сферу яркой жизни вы восстанавливаете свои силы. Основное время, которое вы тратите у себя в течение 5 дней рабочей недели, с понедельника по пятницу, это самый распространенный график, вы тратите это на сферу карьера и бизнес. Вы в своей карьере реализуетесь как специалист, вы переживаете разные эмоциональные настроения. Есть ситуации, когда вы сильно востребованы, есть ситуации, когда вы не сильно востребованы, и те специалисты, которые обладают большей экспертизой, они, как правило, очень сильно расстраиваются, когда их экспертиза оказывается невостребованной. То есть для них простой или когда на работе не получается что-то делать, это для них такая вот маленькая трагедия в кавычках, маленький такой кошмар, но я всегда в данных случаях привожу один пример. Миссия пожарных – бездействовать, потому что когда пожарные задействованы, это в целом очень плохо. Да, они потушат пожар, но основная миссия пожарных – сделать так, чтобы мы предприняли все меры, чтобы у нас пожар не случился. Что делать, если мы пришли к тому, что у нас изменение планов связано с нехваткой ресурсов? В данном случае мы предполагаем, что мы собираем необходимое количество ресурсов или разделяем цель на контрольные точки, и в какой-то контрольной точке мы можем взять себе паузу, набраться сил, набраться подходящего момента и приступить к второй стадии реализации плана. Я считаю, что это один из самых простых способов согласиться с изменением планов, потому что в данном случае вы понимаете, что цель для вас остается актуальной. С другой стороны, вы понимаете, что вы уже на шаг приблизились к цели, хотя в целом там удовольствие от того, что вы еще находитесь там в 3 месяцах от достижения цели, в 2 шагах от достижения цели, у каждого есть разные критерии достижения цели, она не должна вас расстраивать. Большое количество целей по колесу жизненного баланса, то есть мы имеем как минимум 16 целей на период, по 2 в каждой сфере, 8 сфер умножаем на 2, получаем 16 целей. Они дают вам возможность, если вы эмоционально истощились вокруг одной цели, перейти к следующей цели, и таким образом вы уже через этот вот маленький механизм, через этот маленький лайфхак защищены от эмоционального выгорания. Тем, кто смотрел это видео, я вам всем рекомендую посмотреть видео в плейлисте, где мы расположили видео для продвинутых пользователей колеса жизненного баланса. Еще раз напоминаю, что для того, чтобы вы не расстраивались от изменения планов, рекомендую диагностику колеса жизненного баланса делать регулярно, примерно 1 раз в месяц для себя и 1 раз в квартал для своего любимого человека. Такая комбинация, когда вы регулярно смотрите за своим состоянием в различных сферах колеса жизненного баланса, дает вам возможность четко понимать, как вы задействуете свои ресурсы, как вы пользуетесь своими возможностями. А когда вы 1 раз в квартал обращаетесь к колесу жизненного баланса любимого человека, любимого мужчины, любимой женщины, вы понимаете, что вы можете, исходя из своих свободных ресурсов, реально помочь любимому человеку. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео, как вы справляетесь с изменением планов. Первое, вы должны понимать, изменение планов – это нормально, ничего страшного не произойдет, если ваши планы сдвигаются по срокам. Ваша задача, чтобы вы что-то попробовали для себя новое из нашей теории, из нашей практики. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится, я в вас верю.